Всем привет, меня зовут Влад, и сегодня я покажу, как передавать информацию из Google Sheets в iClients. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые строки из Google таблиц в другие системы. Например, в iClients вести учет новых обращений клиентов. Удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними. А теперь перейдем к настройке. Для начала нужно создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Загрузить строки новые». На данном этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google Sheets к системе Apex Drive. Вводим ваш логин и пароль. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать файл и лист, из которых будет происходить выгрузка данных. В поле «Начать загрузку данных номер» вам необходимо указать строку, с которой нужно начать загрузку. Например, если у вас в таблице уже находится 1000 строк и вы не хотите передавать их все, укажите в поле «Начать загрузку данных» со строки номер 999, для того чтобы начать загрузку с последней из них. В данном случае у меня в таблице находится одна строка, поэтому в этом поле я оставлю единицу. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные, находящиеся в строке, которую вы указали на этапе настройки. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем iClients. Теперь необходимо указать действие «Отправка клиентов». Далее необходимо подключить ваш аккаунт в iClients к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать ключ API. Его вы сможете найти в нашей справке в iClients в приеме данных, так как он является одинаковым для всех пользователей. Ссылка на справку будет в описании к этому ролику. Также вам нужно указать логин и пароль личного кабинета в iClients. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля в iClients для создания нового клиента. В них вы можете назначать переменные из Google таблиц. Чтобы добавить переменную в поле, кликаем на него и выбираем переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter.
Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в iClients». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!